Всем привет, с вами Эд. В первом видео мы много раз отступали от темы. Сегодня будет только про тот трип, про который сегодня будем разговаривать. Кстати, видосы выходят, типа раз в неделю. Это всего второй видос, но окей. И трипы были тоже раз в неделю. То есть, грубо говоря, сейчас пойдет речь про 25 июля 2019 года. Опять выезжали поздно, так как у нас маленькие дети, уложили их и поехали. Времени было, соответственно, немного, поэтому выбирали место, куда поедем, по названию и удаленности, чтобы было недалеко. Вообще мысов я знаю 3, вот так, типа из головы. Это мыс Рока, это самая западная точка Евразии. Мыс Канаверал, это где-то во Флориде, мыс, на котором находятся космические базы, базы космических сил США. И еще вот пока ехал сюда, вспомнил мыс Доброй Надежды, это что-то где-то в Африке, фиг знает вообще, ничего про него сказать не могу. Вот, и нашелся мыс Гамаюн, это буквально Екатеринбург, район сортировки, чуть выехать за город. Мы решили съездить и посмотреть, что же это такое мыс Гамаюн, прямо чуть ли не в черте города, на берегу Верхесецкого водохранилища, на реке Исеть, соответственно, на которой и стоит Екатеринбург, в котором я живу. Доехали до сортировки, это маршрут привычный, много раз ездил туда по работе. Потом попали на какую-то непонятную гравийную дорогу или не дорогу вдоль самой сортировки, вдоль как бы сортировочной станции. Там очень много каких-то фонарей, мы ехали, там только алкаши какие-то встречались, и все. Ни одной большой машины, адекватных людей, никого. От сортировки свернули в лес, и в лесу буквально сразу появились некоторые препятствия, потому что особенно для начинающих людей, у которых полноприводный, достаточно проходимый внедорожник, так как это всего второй раз и первый раз вообще в лесу, то есть до этого мы были в поле, на холме, в прошлом видео рассказывал. Тут мы заехали в лес и столкнулись с диагоналками. Я был в шоке, думал такой, нифига мы какие классные проехали на таком внедорожнике по лесу, по таким колдобинам, по которым у нас там вся подвеска вывешивалась, потому что тут ходов, конечно, немного. Типа мы там, где не катилось колесо гражданской машины, едем, и через 10 минут, уже добравшись до берега водохранилища, прям на сам мыс, мы увидели Ладу Ларгус. Это такой типа минивенчик, абсолютно на штатных колесах, на шоссейной резине. Мужики просто приехали порыбачить на другой берег водохранилища. И даже не думали, что они на каком-то оффроуд маршруте. Вот. Это, конечно, часто ударяет по самолюбию. Еще не раз в таких поездках и в видосах, которые я буду для вас снимать, рассказывая про эти поездки, я буду обращать внимание на то, что проходимость — это не свойство тачки, а состояние души человека. Может ли он, типа, психологическая проходимость намного важнее, чем физическая проходимость тачки, на которой ты едешь. Добравшись до берега, мы пофоткали тачку на полянке, прямо на берегу, на фоне водохранилища и города, который за ним светится. Я повспоминал свои навыки в автофото, которые, если захотите посмотреть, это, пожалуйста, на страничке на драйве. У меня там 10-12-летние какие-то записи. Можете посмотреть, если интересно, ссылку в описании я оставлю. Ну и на драйв этой тачки можете подписаться, я там буду достаточно регулярно что-то постить. Ничего интересного из себя мыс Гамаюн не представлял, поэтому мы пофоткали и достаточно быстро решили поехать обратно. И тут нас ждало небольшое приключение, потому что мы поехали не по той дороге, по которой приехали, поехали дальше, типа там скоро будет выезд, и заблудились в лесу. А тачка не маленькая, и по квадроциклетным каким-то колеям проехать невозможно на ней. И пришлось Кириллу идти далеко в лес ночью с фонариком от телефона, чтобы узнать вообще, где мы тут проедем, куда мы выедем, есть ли где-то дорога. Он достаточно долго ходил, и у нас с ним не было связи, потому что там не ловит телефон, а рации у меня тогда не было, то есть у нас не было нормального фонарика, не было нормальных раций. Поехали разведывать обстановку. В итоге Кирилл нашел таки дорогу, мы выехали практически без каких-либо приключений. И ехали по достаточно красивой дороге, она, по-моему, асфальтовая, и лес так нависает над дорогой. И тут Кирилл вспомнил, что у него с собой коптер, про который я в прошлом видео рассказывал, что он хотел подвесить фонарики над машиной на коптере
и поснимать так тачку на длинной выдержке. И мы остановились и пофоткали, и даже, в принципе, получилось то, что он хотел. Но дальше, примерно через пару-тройку выпусков, я вам расскажу про крутой выезд, где с коптером мы очень круто поснимали на скале, но коптер тогда пострадал, потому что Кирилл не рассчитал, конечно. Этот выезд получился совсем недолгим и не могу сказать, что каким-то очень насыщенным, но у меня лейтмотив этого канала будет в том, что не обязательно ехать в далекое какое-то путешествие. Достаточно в 20-30 минутах от того места, где вы живете, найти какую-то точку на карте. Это не обязательно должна быть даже природа, это может быть какое-то сооружение, заброшка, просто какое-то красивое место в городе. Туда можно съездить на рассвете, на закате, ночью, в любое время года, посмотреть, что это такое. Просто локейшн скаутинг, так называемый, просто ради интереса. Провести их приятное время в компании друзей, либо в компании с самим собой, что тоже бывает очень важно для менталочки. Не обязательно должна быть такая машина, можно вообще на велосипеде, на мотике, пешком, на электричке. Но у меня канал Ural Cruiser. Это Урал, это крузер, поэтому у меня примерно такие выезды. Мы с Кириллом классно пообщались, получились классные кадры, я считаю. Мы оба получили опыт, что без рации, без фонариков лучше не соваться ночью никуда. Я не жалею, что мы съездили в эту поездку. Я думаю, менее 10% досмотрят это видео до этого момента. Если вы досмотрели, вы красавчики. Напишите в комментах, кого смотрите в похожей тематике на YouTube или в Инстаграме, запрещенная соцсеть. Мне интересно посмотреть, на кого равняться или какие-то подчеркнуть идеи для контента, для выездов. Вот. И огромное спасибо за ту поддержку, которая была под первым видео. Я офигел. У меня 72 подписчика на текущий момент, то есть за неделю. И дофига что-то комментов, чуть ли не больше, чем на моем основном канале. Я очень этому рад. Буду продолжать для вас снимать такие видосы. Короче, самое стрёмное, это, конечно, бегать, переставлять штативы для того, чтобы что-то поснимать. Ну, все. Нафиг. Фу. Дальше поедем, будем объезжать вообще. Больше не снимаем, как мы круто ездим. Можно и пообъезжать. Блин, тут какая-то жопа. Конечно. Стащила. Так, тут сосна сейчас будет. В окно. Все, прекрасно. Ни докуда не доехал, но зато вам показал, как это бывает. Ой, о, смотрите, объезд. Не будьте вот такими мудаками. Это вообще дно. Карма настигнет этих людей, кто выкидывает в лесу, в красивых местах свою помойку. Это, конечно, вообще
На второй. Блин, скользко. Ова! Вообще скользко. Грибы по обочинам. Ну, кайф, конечно. Так просто по лесу прокатиться. Я уже на поле выезжаю. Это красота. Шмуртяк летает. Так, все.